Жизнь на нашей планете зародилась в воде. Это предположение лежит в основе современной теории биогенеза и практически не вызывает сомнений в научном сообществе. Ведь именно вода в жидкой форме предоставляет оптимальные условия для появления и развития жизни. Однако, если оглядеться вокруг, то легко заметить, что разнообразные организмы можно обнаружить не только в океанах и реках, но и на поверхности, в почве, нижних слоях атмосферы и даже жерлах вулканов. Когда и зачем жизнь покинула приветливый океан и начала осваивать суровые наземные пустоши? Давайте попробуем разобраться. Космо. Первый космический. Вплоть до конца протерозойского эона вся жизнь на Земле была сосредоточена исключительно в океанах. Твердая часть поверхности планеты в разные периоды этой древней эпохи представляла собой то гигантские ледники, то безжизненные пустоши, похожие на марсианские пейзажи. Эдиакарий, последний период протерозоя, начался приблизительно 635 миллионов лет назад и продлился 94 миллиона лет. Земля того времени была не самым приветливым местом. Современный человек, очутившись в условиях этой эпохи, довольно быстро лишился бы сознания из-за удушья, ведь концентрация кислорода была вдвое ниже, чем сейчас. Пейзажи эдиакарского периода представляли собой бескрайние пустыни и скалистые горы, лишенные малейшего намека на жизнь. В то же время прибрежная полоса океана была относительно густо заселена крайне необычными созданиями, совершенно не похожими ни на одно из ныне живущих существ. В основном они были мягкотелыми и неподвижными и питались плавающими в воде питательными частицами. Эти организмы предположительно не имели ни мышц, ни развитой нервной системы, ни твердого панциря. Все эти приспособления были просто не нужны для выживания, ведь хищников тогда еще практически не существовало. Они появились лишь в самом конце эдиакарского периода и сразу же заняли доминирующую позицию в Древнем океане. Активная охота оказалась очень эффективной стратегией выживания, ведь неподвижные и мягкотелые придонные обитатели не могли ни убежать от врага, ни дать ему отпор, ни даже спрятаться. Для первых хищников океан был похож на бесконечный шведский стол, полный сытной и простой в добыче еды. Неудивительно, что большая часть древних существ, населявших его, быстро вымерла. Прочие создания изменились, чтобы противостоять новым угрозам. Приблизительно 542 миллиона лет назад начался период, во многом повлиявший на облик нашей планеты. Геологические пласты этой эпохи наполнены множеством окаменелостей высокоорганизованных живых существ. Такие находки дают основания считать, что в это время Древний океан был в изобилии населен существами, обладающими внушительным внешним скелетом или панцирем. Данный процесс называется Кембрийским взрывом, и он стал важнейшей вехой в истории развития жизни на нашей планете, обозначив начало фанерозоя или эпохи явной жизни. Первый период фанерозойского эона называется Кембрийским. Он начался 542 миллиона лет назад и длился около 56 миллионов лет. Самыми известными и широко распространенными существами этого времени являются трилобиты. Однако эти жутковатые создания не единственное, чем знаменит Кембрий. Именно в этом периоде окончательно сложилась система взаимоотношений между хищниками и добычей. Конечно, в последующие миллионы лет изменения природных условий не раз ломали сложившиеся пищевые цепочки, уничтожая одни виды и возвышая другие, но сам принцип оставался неизменным. Хищничество стало мощным стимулирующим фактором эволюции, заставляя организм быстро меняться, чтобы противостоять новым угрозам.
а также осваивать новые пространства, куда хищники еще не добрались. Кембрийский взрыв привел к возникновению множества совершенно новых форм организации живых существ. Многие из них оказались неэффективными и в конце концов исчезли с лица Земли. Другие же положили начало огромному разнообразию новых видов. Например, около 550-530 миллионов лет назад крошечные придонные существа хайкуэллы, похожие на моллюсков, обзавелись твердой хрящевой трубкой, идущей вдоль всего тела. Эти создания считаются одними из древнейших предков современных позвоночных животных. Чуть позже жили пикаи, небольшие создания, напоминающие внешним видом ланцетников, плоских червей или примитивных рыбок. Прочная и гибкая хорда в сочетании с прикрепленными к ней мышцами позволяла им плавать в воде, изгибаясь всем телом. Такой способ передвижения оказался крайне эффективным и быстрым, что позволило ранним хордовым выжить и превратиться со временем в более высокоорганизованные виды. Конечно, почти все палеонтологические находки кембрийского периода относятся к морским обитателям, ведь абсолютное большинство существ того времени обитало в океане. Создания, отпечатавшиеся в каменных породах, выглядят для нас совершенно непривычно и даже жутко. Например, аномалакарис – гигантская креветка длиной до 60 сантиметров, которая была одним из главных хищников Кембрия. Однако другие находки выглядят абсолютно непримечательно, при этом свидетельствуя о крайне важных явлениях. К их числу можно отнести древнейшие обнаруженные окаменелости наземных почв. Их возраст составляет около 530 миллионов лет, что соответствует среднему и позднему Кембрию. Без специальных знаний трудно заметить в этих непримечательных на вид камнях что-то особенное. Однако существование подобных отпечатков означает, что примерно в это время поверхность суши уже начали осваивать первые примитивные водоросли и микроорганизмы. Разрастаясь, умирая и разлагаясь, они формировали питательный субстрат для своих потомков. Скорее всего, первые колонии микроорганизмов на суше сформировались во влажных и теплых местах, например, на мелководье или в приливной зоне океана. Обилие воды и света, а также отсутствие существ, которые могли бы съесть молодые водоросли, позволило им быстро разрастись и успешно приспособиться к новым условиям. Вслед за одноклеточными водорослями подоспели примитивные грибы, которые не могли самостоятельно синтезировать питательные вещества, зато успешно поглощали останки отмерших растений. 100 миллионов лет спустя симбиоз грибов и одноклеточных водорослей породил лишайники. Эти неприхотливые создания стали первопроходцами в освоении множества новых территорий. Последовавший за Кембрием ордовикский период начался приблизительно 485 миллионов лет назад и продлился около 42 миллионов лет. Все это время шла активная эволюция водных форм жизни. В океане широко распространились моллюски и членистоногие, в том числе ракоскорпионы, многие из которых вели придонный образ жизни. Для более удобного перемещения по морскому дну эти существа отрастили суставчатые ножки. Впоследствии эта особенность станет важным фактором в адаптации к суше. Кроме того, развивались бесчелюстные, подобные современным миногам, а чуть позже хрящевые рыбы. Тем временем на суше растения медленно продвигались все дальше и дальше от воды. Появились первые многоклеточные растения, явно приспособленные к обитанию на суше. Они оставили после себя отпечатки спор и сосудов, служащих для доставки влаги к верхним частям растения. Однако животная жизнь все еще остерегалась покидать привычную среду обитания, хотя не исключено, что некоторые ракообразные имели возможность немного исследовать прибрежные зоны. Этот период закончился ордовикско-силурийским вымиранием. Его причины достоверно неизвестны.
Однако самая популярная теория предполагает глобальное похолодание и последовавшее за ним падение уровня Мирового океана. Как бы то ни было, в результате массового вымирания с лица планеты исчезло до 50% всех видов. Однако жизнь смогла приспособиться к новым условиям и даже выйти на качественно новый уровень. Следующий период, называемый Силурийским. На временной шкале он расположен между отметками в 444 и 419 миллионов лет назад. В океанах того времени господствовали огромные членистоногие. Именно в это время жил гигантский ракоскорпион, достигавший в длину 2,5 метров. Кроме того, бурно развивались рыбы, в том числе крупные и быстрые хищники длиной более метра. Неудивительно, что некоторые существа предпочли покинуть океан и попытаться освоить новые жизненные пространства. Именно в это время на сушу вышли первые членистоногие. Ими стали древние ракоскорпионы и другие ракообразные. Они имели прочный хитиновый панцирь, который защищал от высыхания и сохранял форму тела, а также небольшие ножки, которые позволяли передвигаться по твердой поверхности за пределами моря. Разумно предположить, что первые членистоногие, вышедшие на сушу, старались не уходить далеко от воды. Их органы дыхания должны были оставаться влажными, чтобы выполнять свою функцию. Однако членистоногих привлекало изобилие растительной пищи за пределами моря. Другим фактором стала безопасность. Ведь хищники еще не научились следовать за своими жертвами за пределы водной стихии. Постепенно покорители суши приспособились к новым условиям и окончательно перешли на сухопутный образ жизни, превратившись в итоге в невероятное разнообразие видов насекомых, паукообразных и прочих классов живых существ. Примерно 419 миллионов лет назад начался Девонский период, самый важный в истории освоения суши. Он продлился около 60 миллионов лет. Именно в это время широко распространились рениофиты – древние сосудистые растения, давшие начало хвощам, мхам и папоротникам. Они достигали 3 метров в высоту, плотными зарослями покрывая все влажные и теплые места планеты, в основном прибрежные полосы морей и дельты впадающих в них рек. Однако ни рениофиты, ни появившиеся позже мхи и лишайники не имели нормальной корневой системы. Вместо разветвленных корней, прочно удерживающих растения в почве, у них были в лучшем случае примитивные корневища, поэтому почва под воздействием осадков быстро смывалась в реки, превращая их в грязевые потоки, а дельты – в болота. В этих влажных и полных органики местах бурно разрасталась растительность, обеспечивая пропитанием насекомых и других обитателей Земли того времени. Обилие насекомых и их личинок, в свою очередь, привлекало в болото рыб. Однако большое количество гниющей органики поглощало кислород из болотной воды, затрудняя дыхание водным обитателям. Поэтому рыбы, обитавшие в такой местности, приспособились глотать атмосферный воздух, чтобы восполнить дефицит кислорода. Постепенно у них развился легочный мешок, позволяющий достаточно долгое время находиться за пределами водоема. Параллельно этому формировалось и другое важное приспособление. Толстые стебли растений, плотно растущих в заболоченной местности, давали рыбам укрытие от более крупных хищников. Однако пробираться сквозь них было довольно тяжело. Для этого недостаточно тонких плавников, необходимы мощные и мясистые конечности. Поэтому плавники болотных рыб удлинились и обзавелись дополнительными костями, служащими основанием для сильных мышц. Так появились первые двоякодышащие лапостоперые рыбы, типичным представителем которых может считаться эустеноптерон. Эта рыба с мощными плавниками еще не стремилась на сушу, но уже могла дышать атмосферным кислородом и проводить какое-то время вне воды. Мелкие болотистые водоемы часто пересыхали,
Поэтому их обитателям порой приходилось переползать по суше в другие, более влажные и благоприятные для жизни места. Например, так поступала акантостега, жившая около 365 миллионов лет назад в конце Девонского периода. Являясь одной из первых известных промежуточных форм между рыбами и амфибиями, акантостега имела жабры, чешую и хвостовой плавник в точности, как у других рыб. В то же время это удивительное существо имело 4 лапы и легочный мешок, позволяющий дышать атмосферным воздухом, как у земноводных. К сожалению, конечности акантостеги были слишком слабыми, чтобы удерживать ее вес, а мышцы грудной клетки недостаточно мощными, чтобы долго обеспечивать организм кислородом. Поэтому большую часть времени она проводила в воде, лишь изредка переползая по суше из одного водоема в другой. Постепенно способность древних лапостоперых рыб дышать атмосферным воздухом совершенствовалась, а плавники становились сильнее, превращаясь в полноценные лапы. Изменился и внешний вид. Например, тиктаалик, древняя кистеперая рыба-амфибия, жившая примерно в то же время, что и акантостега, имел плоскую голову, как у лягушки. Будучи переходной формой между рыбами и земноводными, тиктаалик имел мощные плавники, способные приподнимать его тело и перемещать его по твердой поверхности. Кроме того, эта рыба-амфибия могла дышать как жабрами, так и легкими, а строение ее слуховой кости явно указывает на то, что тиктаалик хорошо различал звуки как в воде, так и на суше. Все эти признаки явно указывают на то, что это существо проводило на суше не меньше времени, чем в воде. В течение последовавшего за Девоном каменно-угольного периода земноводные окончательно выбрались на сушу, прочно утвердившись в самых разных экологических нишах. В процессе эволюционной борьбы они дали начало таким классам животных, как рептилии и синапсиды. Разнообразие условий за пределами океана существенно подтолкнуло и ускорило процесс эволюции. Ведь на наземных обитателей влияет гораздо более широкий диапазон температур и других условий, чем на водных. Однако может возникнуть вопрос, почему выход на сушу произошел лишь один раз за всю историю эволюции? Почему за последние 350 миллионов лет ни один водный вид не выбрался из океана на твердую землю? Ответ на него не так сложен, как может показаться. Организмы, живущие в море, обладают приспособлениями, выгодными именно в водной среде. Абсолютное большинство из них бесполезны и даже вредны на суше. Жизнь в другой среде требует совершенно иного строения скелета, внешних покровов, а также органов дыхания, зрения и слуха. Рыба, выброшенная на сушу, даже более беспомощна, чем человек, очутившийся в открытом море. Очевидно, что она быстро станет легкой добычей для сухопутных существ. Растения, членистоногие и позвоночные, выходя на сушу в палеозойском периоде, осваивали незанятые экологические ниши. В новой среде у них не было естественных врагов, при этом имелось изобилие пищи. Главным негативным фактором при выходе на сушу становились не другие существа, а новые условия окружающей среды, и у видов было время спокойно приспособиться к ним. Однако всем нам известен пример обратного процесса. Древние предки китообразных повторно приспособились к водной среде, заняв доминирующее положение в определенных экологических нишах. Это может показаться странным, но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Дело в том, что наземная среда предъявляет к своим обитателям гораздо более жесткие и разнообразные требования. Поэтому в некоторых случаях возврат обратно в океан может быть выгоден с точки зрения выживания. Киты, дельфины и другие вторичноводные обитатели океанов, морей и рек – отличное доказательство того, что эволюция не является направленным процессом. И если в определенных условиях выгодно отступить назад, она это сделает.
Освоение суши породило миллионы новых форм живых существ, одной из которых стал человек. Удивительно, но прямо сейчас происходит похожий процесс. Земная жизнь пытается осваивать новую среду обитания – суровую, требовательную и бесконечно притягательную. Ее называют космосом. И мы мечтаем о том, что однажды человечество перестанет быть прикованным к Земле и заселит иные миры, не менее прекрасные, чем наша планета. Поэтому мы вкладываем всю душу в каждый наш выпуск и прилагаем много усилий, чтобы сделать их лучше. Расскажите о нас друзьям, чтобы мы могли мечтать вместе. И поставьте лайк, чтобы мы знали, что наш труд пришелся вам по душе. И услышимся!